Приветствую. Сегодня расскажу, почему не надо пропитывать дерево пищевым или льняным маслом. Вроде бы очевидная тема, я думал, она себя давно изжила, но нет. Все равно попадаются очередные блаженные сектанты и начинают рассказывать херню про натуральную пропитку чистым льняным маслом, когда речь идет о разделочных досках или рукоятях ножей. И самое кринжовое, когда такие советы дают люди, которые эти изделия и продают. Давайте разберемся, что вообще происходит. Начнем с того, что когда говорят «льняное масло», в одну кучу складывают совершенно разные продукты. Это пищевое льняное масло, художественное льняное масло и специальные составы для обработки древесины на основе льняного масла. И это внезапно не одно и то же. Кто бы мог подумать? То, что пропиткой для древесины не надо салат заправлять, объяснять не надо, а вот с покрытием дерева все сложнее. От пищевого масла и от масла для защиты дерева требуются совершенно разные свойства. Нужно, чтобы пропитка хорошо проникала в древесину, нормально высохла или полимеризовалась, не оставалась липкой, не начинала вонять и не вымывалась после первой же мойки. Тут у пищевого масла начинаются проблемы. Первая и самая очевидная – пищевое масло со временем может окислиться и прогоркнуть. Если оно находится в бутылке, то и хер с ним. А если вы им залили какое-то изделие, часть масла впитается в древесину и останется там. И со временем появляется характерный запах старого жира. Пахнет... Как групповуха бомжей в ботинке с саниной. Я до вечера могу расписывать, но по сути погано. Берете нож, начинаете им работать, и через 5 минут у вас руки как после фритюра. Или еще лучше. Берете разделочную доску, режете на ней хлеб, и он начинает пахнуть тухлой рыбой. Очень натурально, очень экологично, только есть это почему-то не хочется. Оно вам надо? Тут обычно начинается дебильная часть с аргументацией. Но оно же натуральное. Ну, навоз тоже натуральный. Только натуральный – это характеристика происхождения, а не знак качества. Потом идут рассказы, а вот наши предки раньше только льняным маслом пропитывали, а вот славяно-трилобиты миллиарды веков назад вообще только так и делали, и ничего нормально было. Ну да, раньше много еще делали. И без канализации жили, не все надо перенимать. Тут сразу вспоминается секта чугунной посуды, где это несчастное масло еще и пережигают до состояния промышленной катастрофы, а потом торжественно называют это натуральным покрытием. Ну, если воняет, значит все правильно, видимо. Вторая проблема – намазал и защищено не работает. Почему-то такие деятели представляют процесс очень просто. Намазал дерево, масло впиталось, каким-то чудесным образом высохло, и все. Дерево защищено. Но все не так просто. Если состав не рассчитан на полноценную полимеризацию, масло не превращается в нормальное твердое покрытие. Часть его остается в древесине, часть на поверхности, и вместо защитного слоя мы получаем жирную деревяшку. Она еще долго липкая, к ней прекрасно прилипает пыль. Ну, то, что руки будут вонять, я уже говорил. Натурально, экологично, но нахрена. А теперь давайте представим разделочную доску. Мы ее обработали и начали пользоваться. Продукты, вода, моющее средство, сушка и так по кругу. Так как пищевое масло не сформировало устойчивого защитного слоя, дерево все равно впитывает воду. Оно намокает, разбухает, потом высыхает и снова намокает. То есть само по себе наличие хоть какого-то масла не означает, что доска получила волшебный иммунитет к воде. Маслом намазали, а физику отменить не получилось. Нет ничего приятнее, чем осознавать мир куда безумнее, чем ты сам. Следующий продукт, который обычно вспоминают, это художественное льняное масло, отбеленное и рафинированное. Как понятно из названия, оно предназначено для работы с красками и пигментами, формирования защитной пленки на холсте и прочих художеств, никак не связанных с деревообработкой. Оно очищается и обрабатывается иначе и уже способно полимеризоваться под воздействием кислорода и света. Для древесины оно уже не настолько плохо, им возможно защитить дерево, но есть нюанс. Сохнуть оно будет очень долго. Не намазал вечером, утром готовое, процесс может занимать и недели. Смысла этим заниматься никакого. Но зачем? А почему нет? Ну и последний продукт – это специальное масло для пропитки древесины. После всех стадий производства с пищевым оно уже не имеет ничего общего. Техническое масло очищают от любой слизи и белковых соединений, то есть из него удалено все, что может стать причиной развития плесени и прочего. Дальше происходит оксидирование масла, не путать с оксидированием металла. С помощью высокой температуры и воздуха ускоряют высыхание, повышают вязкость и так далее. Если к нему добавить секатив, то масло переходит в категорию олифы. Если говорить про более дорогой продукт, то вместо оксидирования выполняется полимеризация. Чтобы получить так называемое вареное масло, оно же stand-oil. Масло нагревают до 250-300 градусов без доступа кислорода. И длится это может и сутки. В некоторые составы добавляют смолы и полимеры, и в результате получается быстрое и износостойкое покрытие.
То есть производитель не просто взял масло, налил в бутылку и сказал «натуральное». Мажьте. Делается состав под конкретную задачу. Для всякой работы нужен лишь один, но правильно подобранный инструмент. Здесь есть огромное «но». Если мы говорим о разделочной доске или другом изделии, которое контактирует с пищевкой, недостаточно увидеть на банке слова «льняное масло» и даже надписи «масло для дерева». Нужно смотреть, предназначен ли конкретный состав для контакта с пищевыми продуктами. Потому что масло для паркета и масло для разделочной доски – это, как ни странно, не одно и то же. И вот это уже действительно важно. А что же использовать для разделочной доски? Тут я бы предложил вам два варианта. Первый, если не хотите заморачиваться, можно купить специальное масло для кухонной утвари. Не буду врать, что есть хоть какой-то смысл переплачивать. Там, как правило, 4 части вазелинового масла и 1 часть воска. И второй вариант – это само вазелиновое, оно же минеральное масло. Если надо на один раз, можете купить пузырек в любой аптеке. Если надо много, можете купить масло для сауны для пропитки полков. На некоторых даже написано, что оно также подходит для посуды. Оно не прогоркает, как обычные растительные масла, не начинает вонять и нормально работает именно как пропитка древесины. Можно к маслу добавить пчелиный воск, процентов так 25, и получить еще более устойчивую защиту поверхности. А что с рукоятью ножа? Тут у меня складывается впечатление, что людям больше заняться нечем, кроме как изобретать очередную суперпропитку. По моему опыту вообще похер. Любое более-менее атмосферостойкое масло. Фасадное, для террасной доски, садовой мебели и так далее. Но если серьезно, твою работу могла бы сделать обезьяна. Спасибо, сэр. Хотите более чистым, берете любое. Тиковое, тунговое или то самое техническое льняное. Хотите быстрее и проще, берете Danish Oil. Отлично выявляет текстуру дерева. Учитывая, что он продается в любом строительном, самому варить очередную чудо-пропитку можно только от нихер делать. Так что выбирать я бы советовал не по принципу «натуральное значит хорошее», а по принципу «для чего конкретно этот состав предназначен». Потому что натуральность сама по себе вообще ничего не гарантирует. Почему я все это рассказываю? Мне не раз приносили разделочные доски, минажницы и прочее барахло, купленное на ярмарках. И вопрос всегда один. Вот купил полгода назад, а сейчас оно воняет. Что с ним можно сделать? И вот здесь уже поздно рассказывать про натуральность, потому что человек купил красивую деревянную штуку, ему рассказали, что она обработана натуральным маслом, он дома этой натуральностью какое-то время попользовался, а потом получил изделие, которое... И воняет не рыбой, а пиздой рыбы. Самое веселое, я сам наблюдал ситуацию, когда у ремесленника спрашивали, а чем пропитано. И в лучшем случае тот начинал хамить. Почему? Если у тебя хороший состав и нормальная технология обработки, что мешает сказать, чем ты это обработал? Хотя не исключаю, что в мирке этого мудака это большая тайна. Вообще пропитки для дерева чем-то напоминают маринад для шашлыков. У каждого восина из соседнего гаража свой секретный суперрецепт. Только в данном случае это мешанина из масла, воска и иногда канифоли, рецепт который ему по большому секрету с перепоя рассказал какой-нибудь чудо-мастер. Чудики помоложе начали называть свой бурдук ганозис, хотя тот использовался для полировки керамики и камня, да и состоял в основном из воска. Итого. Давайте еще раз. Пищевое льняное масло – это продукт питания. Художественное льняное масло – это другой продукт с другими свойствами. Специальные составы для дерева – это еще одна категория. А состав для разделочной доски должен быть предназначен для контакта с пищей. И вот это все гораздо важнее, чем слова «натуральный», «экологичный», «дедовский рецепт» и так наши предки делали. Потому что натуральный не значит подходящее, пищевое не значит предназначенное для пропитки дерева. Короче, хочешь защитить дерево – выбираешь пропитку. Хочешь поесть – выбираешь масло. Не надо смешивать карьерные планы этих продуктов. На этом с большего все. Подписывайтесь, все остальные ютубные штуки. А перед тобой следующее интересное видео в формате болтовня и картинки с добротным срачем в комментариях. Всем удачи! Живы будем. Пересечемся. Ну и чтоб не оставлять недосказанностей, давайте проговорим, а что ж нам в древности-то было. Так как льняному маслу ориентировочно 8200 лет, и им действительно пропитывали древесину, как это было? Естественно, сырым пищевым маслом никто ничего не мазал. Масло вываривали. Сама суть осталась той же, только технология производства шагнула вперед. Способа было два – солнечный и термический. Солнечный более старый, масло наливали в плоские чаши и оставляли на солнце, где ультрафиолет и кислород делали свое дело. То есть наливали в какую-то плоскую емкость, ставили на солнце, и буквально через каких-то месяца 4 получалось чуть более густое масло. Ну и классическая термическая варка. Сначала его медленно нагревали, чтобы из него испарилась лишняя влага, а потом уже температуру поднимали до точки дымления. Оно темнело и становилось вязким, после чего его можно было использовать. Естественно, в древности это был очень долгий, муторный и пожароопасный процесс, но сама суть не изменилась вообще.
Для кухонной утвари такого масла было достаточно, а вот уже для мебели, лодок, оружия и прочего добавляли окислы тяжелых металлов, чтобы сохло быстрее. То есть взяли масло, добавили секатив и получилась олифа. Здесь суть тоже не изменилась. Просто вместо оксида свинца или еще чего-нибудь ядовитого используются более современные и безопасные добавки. Поэтому рассказы о том, что древние человеки питались энергией солнца и все пропитывали чистейшим свежедавленным маслом, пусть оставят для санитаров, от которых они сбежали.